Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, новый урок? Поехали! Сегодня мы с вами будем делать очередную коррекцию для моей очередной любимой клиентки. Опять же, эти ноготки выполнения прошлого дизайна есть на канале. Кому интересно, если кто-то не видел, поищите, посмотрите. А сегодня будем делать что-нибудь новенькое, красивое, интересное. Как обычно, подготавливаем ногти к выкладке моделирующего материала. В данном случае у нас очень сильно вниз клюющие ногти, которые каждый раз на коррекции мы поднимаем. Поэтому нижние параллельки я всегда поднимаю, слегка заужаю квадрат на этих ручках и уже новым материалом компенсирую боковые стороны и выравниваю путем выпиливания арочки изнутри. На самом деле этот процесс я вам рассказывала уже раз 500 на моем канале. Каждый раз на новых ручках я вам рассказываю, как делать коррекцию. Меня интересует следующий вопрос. Нужно ли это делать в каждом ролике? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, может быть, убирать вот этот вот момент с коррекциями и оставлять просто дизайн, потому что, грубо говоря, мы каждый раз делаем одно и то же. Та же самая подготовка ногтей, выкладка материала и опил. Мы же тем временем нанесли праймер, базовый гель втирающими движениями для того, чтобы он проник между нашими чешуйками анихобластов и сделал нам таки сцепляющую поверхность с оставшимся моделирующим материалом. А теперь переходим непосредственно к моделированию. В данном случае будем всю архитектуру выстраивать при помощи полигеля. На сложных руках этот материал себя показывает вообще идеально, потому что все вот эти вот моменты с очень сильно вниз клюнувшими ногтями или ногтями, которые нужно очень сильно в бок поворачивать, при помощи этого материала это можно сделать элементарно просто. Поскольку материал никуда у нас не утекает, держит хорошо высоту, и в одну капельку можно сразу же создать ту архитектуру ноготка, которая нам нужна в готовом варианте. И как я вам говорила, вниз клюющие ногти всегда поднимаются за счет выпиливания натурального ногтя, выпиливания изнутри арочки и поднятия снизу свободного края. А теперь непосредственно сам дизайн. Дизайн сегодня будет восхитительно красивый. Очень просто, быстро делается, но тем не менее смотреться будет просто мега вау. Это вам такой спойлер на будущее, а вы мне в конце в комментариях напишите, мега вау получилось или я вас обманула. Готовим ноготки к выполнению дизайна, покрываем основные ногти вот таким вот очень приятным пыльно-розовым оттенком. Он даже не розовый, он такой серо-розово какой-то сиреневый. Очень интересный цвет, на самом деле вживую камера его немножечко перевирает и делает более холодным. Ну а ноготочки под дизайн покрываем моим любимым черным блюскаем в один слой. Безумно крутой гель-лак, потому что черный, который ложится в один слой, еще не в каждой торговой марке найдешь. Ссылочку оставлю в описании.
А теперь переходим к моему самому любимому процессу, к рисованию. Смешиваем себе на палитре, кто на палитре, кто на ногтях, у кого как получается, смешиваем для себя полупрозрачный белый оттенок. В данном случае этим белым мы рисуем себе подмалевок под свою будущую розочку. Да-да, вот это круглое пятно, это оказывается будет розочка. Рисуем для себя круглое пятно в виде розочки и сразу же кое-где размечаем, где же у нас будут лепесточки нашей розы, а где будут листья у нашей розы. Если вы обратите внимание, то вот эти вот треугольнички возле круглого пятна – это как раз-таки будущие листья. Далее плотным белым цветом намечаем как раз-таки лепестки нашей розы. То есть в круглом пятне, в схеме трафаретной розы, которую уже все должны были знать, потому что мы ее на канале повторяем практически каждую неделю. Итак, в схеме трафаретной розы белым цветом вырисовываем лепестки нашей будущей розы. И при помощи круглой крупной кисточки растушевываем этот белый цвет таким образом, чтобы в краях лепестках остался плотный белый оттенок, а к центру сходил в полупрозрачный подмалевок, который мы нарисовали изначально. Чем плавнее вы сделаете вот этот момент с растушевками, тем интереснее будет смотреться ваша розочка. То есть, чем чернее основание лепестка и белее кончики лепестков у вас получится, тем более объемная роза ваша будет смотреться. И еще такой нюанс, обратите внимание, все это мы делаем гелевыми материалами с остаточной липкостью. При этом с черного цвета липкость я предварительно сняла спонжиком. То есть сам черный цвет у меня не липкий, а вот белый оттенок я смешивала с финишем, с липким слоем. И белым я рисую не гель-краской без липкости, а гель-лаком с липким слоем. То есть мне нужна будет липкость. А теперь, внимание, вопрос. Поставьте в этом месте ролик на паузу и попробуйте ответить, что же я буду делать, для чего мне эта липкость так нужна, и я на этом так настаиваю. Когда вы включали этот ролик, вы видели к нему заставку, то есть теоретически можно угадать. А практически вы ответ, конечно же, узнаете немножечко попозже. При помощи черного гель-лака наводим дополнительно тени. Те тени, которые у нас кое-где слегка потерялись, потому что белого получилось многовато, мы возвращаем на место при помощи черного гель-лака. Причем здесь не важно, с липкостью он будет, не с липкостью, это не имеет значения. И как я говорила, для того, чтобы роза смотрелась максимально объемно, нам нужен максимальный контраст между самой темной частью и самой светлой. Поэтому краюшки лепесточков немножечко трогаем белой краской, чтобы они были очень-очень яркие.
А теперь, внимание, ответ. Итак, липкий слой нам нужен был для того, чтобы в него втереть пигменты. В данном случае мы используем неоновые пигменты, и благодаря их полупрозрачности, вот таким вот мягким растушевкам, которые получаются в неоновых пигментах, у нас получается вот такая очень интересная, плавно переходящая структура у розы. А наш подмалевок, который был вот такой вот очень интересный, с яркими краюшками и темными серединками, получается довольно объемно выглядит. И прилипает наш пигмент только туда, где есть липкий слой. После того, как мы затерли пигмент, убираем излишки при помощи обычной щеточки, просто смахиваем все лишнее, перекрываем финишным покрытием и поверх финишного покрытия добавляем слегка немножечко белой прорисовки, для того, чтобы подчеркнуть самые объемные части лепестков, ну и, конечно же, довести композицию. Вот такой мега потрясающий дизайн у нас сегодня с вами получился. Мне очень понравилась эта работа, мы с клиенткой прыгали на стуле вместе. Надеюсь, на стуле подпрыгиваете и вы, потому что срочно нужно брать типсик и пытаться вот это вот дело нарисовать. И вы же понимаете, что можно в такой технике рисовать не только розы. А тем временем не забудьте подписаться на канал, если вы у меня впервые, потому что впереди будет еще много-много роликов. А если вы не впервые, то поделитесь этим видео в соцсетях для того, чтобы узнали еще и окружающие. Большое вам за это человеческое спасибо. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.